We have one fractured tooth. У той же кошки перелом зуба. Very typical place on the palatal root of a fourth premolar. Очень типичная локализация этого перелома, четвертый премоляр. On the right side, same on the left side. Небного корня, справа и слева. We have a fractured canine tooth, we have a bruise, we have a lacerated tongue. Перелом клыка, кровоизлияние обширные, размозжение, рваные раны языка. We have also eye damage. Повреждение глаза. We have a tongue, soft tissue laceration. We have a bruise on the maxillary part. Кровоизлияние, гематома в области верхней челюсти. Adding to something wrong with mandible, we have clinical findings quite more. То есть, кроме того, вот видите, да, что просто мы посмотрели даже фотографии, кроме того, что что-то не так с нижней челюстью, есть еще целый перечень клинических проблем, которые мы уже можем констатировать. Then we go radiographically, so we see definitely the mandibular damage. Рентгенологическое обследование, безусловно, подтверждается повреждение нижней челюсти, tooth fracture, перелом зуба, we see nasal septum damage, повреждение носовой перегородки, we see the palatal process of a maxillary bone fracture, небный отросток верхней челюстной кости, another teeth damages, еще поврежденные зубы, we have a fracture of this palatal root, еще перелом корня, another one, and here. И вот здесь. Nothing happened with the TMJ, thanks God. Ничего не случилось с нижнечелюстным суставом. So again, and based on that we do treatment plan. So what is necessary? We have to extract some teeth, extract or fix, stabilize of the separated symphysis, and vital pulp therapy for the canine teeth. Таким образом, благодаря вот такому осмотру, благодаря нашим диагностическим изысканиям, мы можем сформировать лечебный план, который будет включать экстракцию поврежденных зубов, это стабилизация области симфиза, это пульпотомия клыка. So this is what we have to fix. But now the question is, what is priority, what is not priority? Это перечень всего, что нам нужно полечить, к чему нам нужно приложить руку. Теперь вопрос приоритетов. Because with the multiple fractures of a face, if we apply forces during extraction, we can make the things worse. При множественных переломах лицевой части головы мы понимаем, что в процессе экстракции зубов, прикладывая силу, усилия определенные для экстракции, мы можем усугубить ситуацию с переломами. So my decision, my recommendation in this cat was not to extract and to do maximum and to make long anesthesia and to struggle with a multi-fracture of a maxilla, but to postpone this reparative parts and fix only those parts which are critical. Поэтому в данном случае предпочтение доктор отдал вместо того, чтобы делать длительную операцию, то есть длительное время анестезии, пробовать делать все сразу, сопровождать коррекцию переломов, экстракции зубов, он предпочел сделать по-другому, поступить по-другому и в первый этап хирургического лечения сделать только критические, поправить только критические проблемы. So all the fractured teeth, we place the dressing on the pulp to cover the pulp and to give it time. Все переломанные зубы, все зубы с переломом были укрыты таким образом, чтобы защитить пульпу, чтобы дать нам время. The parasymphyseal fracture was fixed and stabilized with a splint and with a cerclage. Также к таким первичным процедурам была отнесена фиксация, стабилизация симфизарного перелома. And then after a month, we could remove this and we could fix the fractured teeth. Спустя месяц серкляж мог быть удален уже, потому что происходит сращение симфиза, и в эту же процедуру, в этот же этап удаления серкляжа можно уже заниматься зубами, экстракцией зубов. So this kind of a staging of procedure for the benefits of a patient is also very important.
Такая разбивка хирургического лечения на этапы с оглядкой на то, какая процедура оказывается более критичной, а какая может подождать, очень может положительное влияние оказать на состояние пациента. This is again I'm not showing you techniques how to do that. It's only showing you the thought process and the management of injuries. Мы сейчас снова с вами не останавливаемся на технике, на хирургической технике, на том, как нужно делать те или иные процедуры. Мы пытаемся проанализировать такой мыслительный процесс, аналитический процесс, как врач должен относиться к такого рода пациентам. So we can talk about the techniques in Peter or next year. В Питере можем обсудить технические детали. В следующем году я приеду. Или в следующем году. Okay, so after high-rise syndrome, what I said to you also is to don't say that the owner that once we fix the problems, it's gone, it's all gone. We have to follow up the patient. Каждый раз, когда перед вами пациент с высотной травмой, никогда не спешите говорить владельцу: сейчас я вот тут вот починю немножко, и все будет как было, даже лучше. Помните о возможности отсрочных осложнений. So these are my observations on the 34 high-rise syndrome cats. You see, quite a lot of them have chronic rhinitis. Вот так выглядит статистика, наблюдения, которые доктор сделал на основании анализа выборки из 32 кошек с синдромом падения с высоты, высотной травмы. So we have 20% of chronic rhinitis. We have TMJ issues in 10% of the cats. У 20% кошек после высотной травмы развивался хронический ринит, патологии нижнечелюстного сустава у 10%. We can have some neurologic disorders and dysfunctions and deficits. Различные неврологические дисфункции, нарушения. Or epilepsy, also in a part of it. Cats. It was in fact in one cat. Даже эпилепсия. Вот из этой выборки, из 32 кошек, только у одной кошки наблюдалась эпилепсия. Yeah, these two things are with a question marks because there is no strongly evidence that it will follow the teeth resorption or periodontal disease. I don't know. Что касается вот этих двух таких чисто дентальных аспектов, то есть резорбция зубов и периодонтальная болезнь, болезнь периодонта, не очень понятно, действительно ли это отсрочное осложнение после высотной травмы, или оно бы так и так случилось, то есть поэтому они под вопросом здесь стоят. So this is the chronic rhinitis in a cat, so this it's dead. No batteries. Okay. I can give you wire because Are you sure? Yeah. Okay. Слышно? So chronic rhinitis, sneezing cat, and if you have a sneezing cat with a so-called idiopathic rhinitis, ask always whether this cat ever had any high-rise syndrome situation. Хронический ринит или чихающая кошка, постоянно чихающая сопливая кошка, если она оказывается перед вами с диагнозом идиопатический хронический ринит, не забудьте задать владельцу вопрос, не было ли у этой кошки в бурном прошлом эпизода падения с высоты. And of course, never forget to take a convincity. A convincity. И никогда не забывайте, конечно, прибегать к конусу лучевой компьютерной томографии. So this TMJ ankylosis, this is in a 10% of a cat. You can find this problems of mobility because of intracapsular fractures of the condyles or fractures or luxation. So this can be also a long-term consequence. Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава, мы говорили о том, что у 10% кошек в этом исследовании обнаружилась такая проблема. Сопровождается она снижением подвижности нижнечелюстного сустава. Как правило, это вызвано травмой, внутрисуставным переломом в височно-нижнечелюстном суставе, что в процессе заживления приводит к анкилозу.
And I don't know what these cats are doing, whether they are screaming or singing or what they do when they fall down, but quite a lot of them, they bite the tongue and they have a tongue laceration and tongue injuries. Еще один момент, не знает доктор, не сказали ему эти 32 кошки, чем они занимаются в процессе приземления, поют, кричат, зовут на помощь, но у многих из них оказывается травмирован язык достаточно сильно. So it can be a tongue dysfunctions afterwards, so some of the tongue is just deviated on one on another side. Иногда такое травмирование языка может привести к определенному нарушению функции языка. Чаще всего заключается вот эта дисфункция в том, что язык оказывается смещен на одну или другую сторону. So the chronic complications, the ones which I showed you, can origin because of, for example, we missed something. So if you have a fractured tooth and causing an infection which can invade the nasal cavity, so this is our fault. Хронические осложнения могут быть связаны в частности с тем, что мы что-то прозевали в момент своего осмотра, в момент анализа состояния пациента, например, сломанный зуб, который мы пропустили, может приводить к тому, что происходит пенетрация носовой полости, носовых ходов и, следовательно, инфекция. So when we have a TMJ injury, we have to follow it up. We have to administer anti-inflammatory drug. The drug of choice is a steroid, some supplement which are supporting the cartilage of a TMJ metabolism. В случае, если мы регистрируем, например, перелом в области височно-нижнечелюстного сустава, очень важно, чтобы мы такого пациента не теряли, потому что он нуждается в противовоспалительной терапии, нестероидные противовоспалительные средства могут быть использованы, стероиды в такой ситуации тоже препараты выбора, различные добавки, которые позволяют стимулировать заживление хрящевой ткани в суставе. Okay. So what I would like to summarize is that what I found as the most important part and the most difficult part in the high-rise syndrome in a cat. Подводя итог, что с точки зрения доктора является критически важным, когда вы работаете с кошками с синдромом падения с высоты? Is at first focus on the patient. Do what is the best for the patient, not what is the best for the clinic, not what is the best for you or for the owner. Focus on the patient. That's the one thing. Первое, что важно, это концентрируйтесь на пациенте. Не думайте о том, что лучше для вас, для владельца, для клиники. Нужно думать, когда вы анализируете состояние такого пациента, что лучше для него. So if you think it is better to postpone the diagnostic procedure, don't hesitate to do so. If you don't have stabilized patient, stabilize it first. If you have doubts about the renal sufficiency or cardiac or central nervous, address it first. Если вы понимаете, что вам страшно, вы видите, что пациент не готов к проведению диагностических процедур, не бойтесь их откладывать, не стесняйтесь их откладывать до момента, когда вы поймете, что пациент достаточно стабилен, чтобы вы уже переходили к диагностическому этапу. Не бойтесь разбираться сначала с проблемами, если есть подозрения в отношении функциональности, состоятельности почек, состоятельности сердечно-сосудистой системы, нервной системы. So pain management will give us enough time to give a patient a life comfort and don't have a dramatic pressure that we have to fix something. Эффективный контроль боли в данном случае нам поможет очень здорово, потому что мы сможем обеспечить, в общем-то, довольно комфортное пребывание пациента даже с теми травмами, с теми проблемами, с которыми он к нам пришел, без давления, в том числе и на себя, в отношении того, чтобы быстрее что-то предпринимать. And if you have a high-rise syndrome cat, put on your head the dentist hat, all right? В случае, если перед вами кошка с синдромом высотной травмы, пожалуйста, кем бы вы ни были, не забудьте надеть шапочку стоматолога на себя. This is really critical because it's very important to have this sensitivity for what's going on with the teeth or with the oral cavity.
Это очень важно, чтобы вы включили у себя режим сенсоров, режим чувствительности по отношению к полости рта, по отношению к зубам. And if you do procedure right after head trauma, be gentle, be tactile, don't overforce any procedure. В случае, если вы все-таки переходите к непосредственно каким-то манипуляциям, каким-то процедурам и работаете с пациентом с травмой головы, пожалуйста, будьте аккуратны, будьте бережными с тканями и избегайте ситуаций, когда вам приходится применять избыточную силу, усилия для каких-либо действий. Extraction of a tooth used to imply a little bit of forces. So in many cases it is better to postpone it. В частности, экстракция зубов – это процедура, которую мы все знаем, требует определенного приложения усилий. Поэтому, если говорить о пациентах нашей категории, лучше отложить процедуру экстракции. And follow up your patient, watch what is going on, and address the complications, particularly the distant one. Кроме того, старайтесь не расставаться с пациентом, не терять связи с пациентом слишком быстро после того, как вы сделаете такую первичную работу. Помните о риске отсроченных осложнений и умейте их вовремя выявить и справиться с ними. Okay. Я уже сказал много раз, но я приглашаю вас в Питер. Мы все здесь встретимся на стоматологических докладах. Очень вам спасибо. А потом мы еще встретимся в Варшаве. We have 1 minute for questions. You wanted me to finish at 2, so I'm... У нас целая минута на вопросы. Время пошло. Нет вопросов. Все ясно? You wanted to ask something? No? Okay? Thank you. Хотелось бы поблагодарить нашего дорогого гостя, дорогого директора Ежи Гавра, за то, что он поделился с нами информацией, достаточно интересной информацией. Спасибо вам большое, Ежи. Хочется поблагодарить нашего переводчика Анну Шафрановскую, которая всегда нам помогает. И на всех стоматологических конференциях она может быть с нами. Мы приглашаем на следующую стоматологическую конференцию в качестве переводчика, потому что очень грамотный перевод. Я тебя просто люблю, Аня. Yeah, well, thank you. Without you, I wouldn't be able to... Мы вас приглашаем сейчас на презентацию книги Сергея Владимировича Середы «Середа обитания». Там будет очень вкусное шампанское, много интересной информации. Также вы можете проходить на обед, ланч, есть вкусные бутерброды здесь при выходе из зала. Шампанское вкуснее. Вы можете взять шампанское, прийти сюда к бутербродам. И ждем вас через 45 минут. All right. So I'll be acting as a follower. Полярная мишка в Москве. Спасибо. Ну, можно. Одно пиво за одну снимку. Вот моя жена видит, что я здесь сделал, да? Обрадуется. Да, конечно. Не разрешай, да, это не идет. Ну да. Здесь? Здесь? У меня авторитет
Мы с вами не будем фотографироваться. Да, хорошо. Да, мы не будем. Еще есть. Мы тоже. Мы сейчас стоматологическая, да, оборудование сейчас есть. Можно Найду. Мы работаем 65 стран. Много с которыми мы тоже совместно начинаем. Но, к сожалению, я уезжаю сегодня, потому что у нас праздник происходит все больше. Вот не проблема. Извините, я возьму визитку. Я просто своим друзьям из Польши там вот свою возьмешь? Первое не надо написать. Да. Фамилия. чуть-чуть. На вас свет неправильно падает. Неправильно, да. Неправильно падает. Как солнце. Это вот,